Приветствую всех на канале Scale Journal. И пришло время начинать обещанную в начале года стройку автомобиля ГАЗ Тигр от фирмы Звезда. Стройку эту я буду вести в рамках поддержки групп-билда, который проходит у меня в группе. Он начался буквально недавно, 15 числа, соответственно, у вас еще в запасе почти 3 месяца. Кто желает присоединиться, регистрация все еще открыта. Особенно хочу обратить внимание на 72-й масштаб. В данной категории народу не очень много, но и, соответственно, конкуренция не настолько высока, как в 35-м масштабе. Все, кто хочет попробовать свои силы, побороться за ценные призы, милости прошу в группу, ссылка будет в описании к видео. Ну а теперь возвращаемся к стройке ГАЗ Тигр. Стройка будет производиться помимо самого стандартного набора в дополнении с большим количеством фототравления от фирмы Microdizine. С таким количеством фототравления я буду работать впервые, соответственно, постараюсь этот процесс подробно осветить. Какие-то лишние моменты я, скорее всего, буду вырезать. Сейчас по ходу дела будем разбираться. Небольшая сложность, которая будет возникать при стройке, это то, что нужно будет следить помимо основной инструкции от Звезды за инструкцией от Microdizine. Соответственно, чтобы знать, какие детали нужно заменить, что нужно срезать и прочее подобное. И заодно выясним, насколько инструкция от Microdizine удобна и понятна. Все, сейчас я все разложу и начну подготавливаться к стройке. Сейчас я подготовлю детали для первого и второго этапа стройки из инструкции. Стройку я буду, порядок стройки я постараюсь соблюдать, который дан в инструкции. Соответственно, если он будет удобен, то по ней продолжу. Если нет, то какие-то моменты буду делать по-другому. Сейчас я все подготовлю, срежу детали слитников, и зато посмотрим, какие детали нам могут потребоваться из набора фототравления. Для этапа сборки номер 1 и 2 нам также потребуются первые элементы фототравления. Это дополнительная защита. Соответственно, потребуются детали А4, А5 и А6. Каждая из них в количестве 2 штук. Также не забываем, что детали фототравления необходимо после срезания с платы зачищать. У нас есть такие микрозаусенцы. Я думаю, сейчас видно их на камере. Их необходимо зачистить. Для этого можно использовать пилку. И то же самое проделаем с остальными деталями фототравления. Следующий момент, который хочется отметить, на раме хорошо видно достаточно, сейчас попробую приблизить, хорошо видны следы от стыков пресс-форм. Все эти стыки необходимо в обязательном порядке зачистить. Это касается не только рамы и крупных деталей, но также всех мелких деталей, потому как после покраски все эти мелочи будут сильно видны и очень сильно портить вид модели. Обязательно не забывайте обрабатывать все детали после срезания слитников.
Пока зачищал детали, заметил, что также на данном этапе постройки потребуются детали фотоотравления А12 и А13. Давайте их тоже вырежем. Соответственно, эти детали пойдут на замену вот этих частей в пластике. Одну часть я уже удалил, соответственно, аналогично можно срезать и вторую деталь. Их можно пока что не выкидывать, так как по ним можно будет еще посмотреть, как нужно будет загнуть деталь фотоотравления, ну, чтобы это было похоже на то, что мы срезали. Двигаюсь дальше. Все детали зачищены, ну, теперь можно приступить к работе с фотоотравлением. При работе с фотоотравлением я буду использовать специальный сгибатель. Обзор на него можно посмотреть у меня на канале, ссылку я оставлю в правом верхнем углу. Вот так вот достаточно просто подготавливаем 3 детали. Сейчас я еще сделаю загну данную деталь, но остальные я уже сделаю без камеры. Пока загибал детали буферов, к сожалению, отломились боковые детальки. Тут скорее, наверное, сыграло то, что у меня мало опыта работы с фотоотравлением. Не знаю, в общем, если у кого-то такая же проблема возникала, пишите в комментариях, ну, так чисто интересно. Это я так неудачно позагибал, или все-таки тут есть какое-то проблемное место. Ладно, в принципе, это не критично. Сборке это никак не помешает, потом просто подклею на суперклей. Сейчас задача у меня предстоит следующая. Поскольку дополнительная защита дана в фотоотравлении, ну, в принципе, она уже подготовлена, теперь необходимо срезать пластиковую защиту с рамы. Ну и, соответственно, на ее место нужно будет поставить уже защиту из фотоотравления. Сейчас я с одной стороны покажу, как я буду срезать, но со второй уже сделаю без камеры. Детали фотоотравления следует приклеивать на суперклей. В принципе, возможно, два варианта. Это обычный суперклей, моментальный, который схватывается, и клей-гель. Преимущество клея геля в том, что после фиксации детали есть чуть-чуть больше времени для того, чтобы детали поправить на месте, ну и чтобы оно стало ровно. С моментальным же клеем такой возможности уже не будет, могут быть проблемы с смещением. Давайте я сейчас вначале приклею туда баки на модельный клей, а потом уже сверху приклею защиту. Четыре элемента бронезащиты я приклеил. Вот эти два я пока приклеивать не стал, так как не совсем понятно, нужны ли они оба или только один. Я, в общем, еще поищу фотографии и потом определюсь, буду ли их клеить вообще, либо там, может, один только приклею. Пока что фотографии мне не попались. Ну, если у вас есть фотографии,
на которых хорошо видно днище, ну, с этими бронелистами, скиньте, пожалуйста, ссылки в комментарии. Возможно, мне это поможет. Что ж, теперь можно приклеивать элементы, которые уже заготовлены. Это передняя часть, куда будет устанавливаться лебедка. Саму лебедку я сейчас склеивать не буду, так как мне не очень нравится, как она выглядит. Есть кое-какие мысли, возможно, доработаю. Поэтому пока что саму лебедку я вклеивать не буду. Ну, там дальше будем смотреть по ситуации. Сейчас я подготовлю недостающие детали для этапа номер 2. Ну и обработаю и приклею их. Используя мини-дрель и сверло, я сверлю отверстие в выхлопной трубе, ну, чтобы оно смотрелось более реалистично. Вот так, я думаю, будет вполне достаточно. Детали подготовлены, теперь можно все приклеить и завершить этап номер 2. Все, основные детали первого и второго этапа приклеены. Детали из фотоотправления, которые необходимо было установить, установлено. Осталось только недоустановленные задние буфера, но с ними я еще посмотрю по фотографиям, как их нужно устанавливать. Ну и придумаю, что сделать с отломившимися маленькими деталями. Также остался открытый вопрос с дополнительной броней, которая теоретически должна устанавливаться вот в этой части. Ну, непонятно, она только для выхлопа нужна или с этой стороны тоже нужно ставить. Пока что тоже оставлю. Как я уже говорил, если у вас какие-то есть фотографии, обязательно скиньте в комментарии, где эту бронезащиту видно. Вот. Ну и еще у меня осталась лебедка с этого этапа, но, как я уже сказал, есть у меня кое-какие мысли, хочу попробовать переделать. Если получится, то поставлю, скажем так, усовершенствованный ее вариант. Все, на данном этапе я буду видео заканчивать. Всем спасибо за просмотр. Пока.